Вертолет летит по прямой 40 километров, затем поворачивает под углом 90 градусов и пролетел еще 30 километров. Найти путь и перемещение. Вертолет пролетел первое расстояние 40 километров, и затем еще повернул под углом 90 градусов и пролетел расстояние второе еще 30 километров. Найти путь и перемещение. Напишем полностью S, который он пролетел, и перемещение P, знак вопроса. Нарисуем небольшую картинку для того, чтобы было более понятнее. Он пролетел расстояние вот сначала 40 километров, затем под углом 90 градусов пролетел еще расстояние 30 километров. Вот это угол у нас 90 градусов. Найти путь и перемещение. Путь у нас будет наверняка известен сразу, а перемещение у нас является вот таким образом. Он переместился с одного места в другое. Вот здесь перемещение. Сразу можно определить путь. Состоит из двух этих. Тут получается как вроде бы прямоугольный треугольник. Путь состоит из двух его катетов. То есть S полный путь будет равен S1 плюс S2 равно 40 километров плюс 30 километров равно 70. То есть просто посчитали. Нужно найти перемещение, которое здесь. Это у нас S1 вот здесь, это S2. Перемещение, как видно, является гипотенузой прямоугольного треугольника, поэтому можно написать о том, что p квадрат равно S1 квадрат плюс S2 квадрат. Отсюда p будет равно корень квадратный из S1 квадрат плюс S2 квадрат. Можно сразу это все записать вот таким образом. Корень квадратный из 40 километров в квадрате плюс 30 километров в квадрате. Будем проводить все операции с вычислением, чтобы ничего не потерять. Давайте разложим вот эти значения на составляющие множители, чтобы можно было кое-что там вынести. То есть у нас будет корень квадратный из 4 в квадрате, что множится на 10 в квадрате, на километр в квадрате. Не забывайте о том, что километр в квадрате тоже в степень. Плюс 3 в квадрате, что множится на 10 в квадрате, что множится на, опять же, километр в квадрате. Видите? То есть мы возвели в степени, раскрыли вот эти скобочки, вот таким образом у нас все получилось. Теперь можно что сделать? Теперь можно, например, 10 в квадрате километр в квадрате вынести под корнем за скобки. То есть что мы получаем? Мы получаем вот такое выражение. 10 в квадрате, километр в квадрате. В скобках что получается? 4 в квадрате плюс 3 в квадрате. Видите? Вот в скобочках сумма. Теперь можно вот эти два множителя можно вынести из-под радикала. У нас момент тут в квадрате, квадрат сокращается, видите? И 10 километров можно вынести. Мы получаем 10 километров. Все, работаем, что ничего не теряем. 10 километров. Под радикалом будет у нас 16 плюс 9 равно 10 километров. Что множится на корень из 25 и равно 50 километров. Полный путь у нас равен 70 километров, а перемещение у нас получилось на 50 километров. Теперь я хочу еще раз, уже такая вроде задача похожая была, обратить внимание на вот этот треугольник, который вот здесь вот указан с этими значениями расстояния. Давайте еще его раз нарисуем и напишем значение. Здесь у нас получается 40 километров, 40, я не буду писать километры, здесь у нас 30. Давайте уменьшим наш этот прямоугольник 10 раз. Разделим тут на 10 и тут на 10. Что мы получим? Если мы разделим на 10, мы получим здесь значение 3, а здесь получим, если разделим на 10, то значение 4. Мало того, это прямоугольный треугольник. Это знаменитый, можно сказать, египетский треугольник, у которого стороны можно определить как 3, 4, 5. Вот это является катетой, это является гипотенузой. Если это 3, это 4, это 5, а мы тройку получили, потому что мы поделили на 10, значит, пятерку мы тоже получили на 10. Какое это число? Это число 50. То есть, если 50 мы поделим на 10, мы получим то же самое. Вот вам, пожалуйста, и таким образом знание геометрии египетского треугольника сразу практически устно можно определить решение этой задачи, что P будет равно здесь 50 километров, именно благодаря тому, что этот треугольник, который получился в результате пролета вертолета, очень подобный египетскому треугольнику.